Напомним, что касторовое масло – это не просто слабительное. Оно является желчегонным средством и очищает желчный пузырь и протоки печени. Также касторка имеет противоглистное действие и является противопаразитарным препаратом. И, наконец, содержащиеся в касторовом масле жирные кислоты оказывают всестороннее восстановительное действие на организм. Особенно замечено восстановление структуры кожи, улучшение состояния волос и подвижности суставов, прекращается хруст суставов. Сосуды очищаются и становятся эластичными. В общем, данное масло достаточно полезное. Многие натуропаты рекомендуют принимать именно индийскую касторку, а не аптечную. Индийская касторка легче пьется, она жиже и действие ее более эффективнее. Мы не рекомендуем принимать касторку в капсулах, так как лечебного эффекта от нее мало. Особенности приема касторки для взрослых. Идеальная доза для приема взрослым 1 мл на 1 кг веса. Однако начинать пить касторку необходимо с 1 столовой ложки. Это доза годовалого ребенка. Размешивать касторку лучше с соком в пропорции 1 к 2. То есть на 1 ложку касторки использовать 2 ложки свежевыжатого сока. Лучше, чтобы это был кислый сок, например, сок из апельсина, граната, яблока, грейпфрута. Касторовое масло нужно смешать с соком, затем эту смесь нужно немного подогреть до комнатной температуры на водяной бане и выпить. Большинство людей принимают касторку утром натощак. После приема касторки лучше всего не есть 2-3 часа. По прошествию 2-3 часов начинайте пить тепло-горячую воду. Пейте понемногу, мелкими глотками, столько, сколько вам требуется. Затем через 20-30 минут можно принять пищу. Лучше всего, чтобы это были термически обработанные овощи. Это будет хорошо для поджелудочной железы, а также обилие клетчатки в овощах продолжит очистку кишечника. Из овощей можно использовать тыкву, капусту, кабачки, морковь, свеклу. В следующий прием пищи уже можно употреблять все то, что вы обычно кушаете. Второй способ, как можно применять касторку, это на ночь. Такой способ обладает еще и антипаразитарными свойствами. Однако данный способ подходит не для всех людей. Если при приеме касторки на ночь вы не просыпаетесь среди ночи, а позыв опорожниться у вас происходит только утром после пробуждения, этот способ для вас подходит. Если вы просыпаетесь ночью и бегаете в туалет, то этот способ не для вас. Это основные особенности приема касторки для взрослых. А теперь особенности приема касторки для детей. Согласно официальной медицине, детям можно употреблять касторку с 1 года из расчета 1 мл на 1 кг веса. Народная медицина применяет касторку в качестве слабительного для детей с более раннего возраста от 6 месяцев. Касторка дается детям на голодный желудок или на ночь. Касторку непосредственно перед применением необходимо смешивать с любым кислым соком. Сок нужно выжимать непосредственно перед применением. После приема нежелательно кушать в течение 2-3 часов. Как часто можно принимать касторку? Это зависит от загрязненности вашего кишечника и реакции вашего организма. Если самочувствие удовлетворительное, что бывает при относительной чистоте организма, тогда касторку можно употреблять 1 раз в неделю или 1 раз в месяц. Если же вам нужно хорошо почистить организм, то лучше пройти полный очистительный курс. Такой курс занимает 1-3 месяца. Касторку можно употреблять в будние дни по 1 столовой ложке, а в выходной день увеличить дозу до 3 столовых ложек. Раз в месяц употреблять в дозировке 1 мл на 1 кг веса. По такой схеме можно проводить чистку 1-3 месяца. Рекомендации по приему. Лучше принимать касторку в выходной день, чтобы посмотреть реакцию, как будет реагировать ваш кишечный тракт. Новичкам мы рекомендуем записывать время, когда вы выпили касторку, когда покушали и когда сходили в туалет. Такие заметки необходимо делать каждый раз, когда вы принимаете касторку.
Через 4-5 наблюдений вы поймете, как реагирует ваш кишечник, и записи уже можно больше не делать. Целью этого наблюдения является выяснить, сколько раз в день и через какое время у вас появляются позывы идти в туалет. Это необходимо для того, чтобы в дни приема касторки вы могли планировать выход на улицу или в места, где нет туалета. Вообще позывы идти в туалет и опорожняться могут быть примерно от 2 до 5 раз в день, примерно через 2–2,5 часа. Вот почему касторку хорошо принимать рано утром натощак, тогда очищение будет происходить до обеда, а после обеда вы сможете безопасно выходить из дома и заниматься привычными делами. Можно ли применять касторку при желчнокаменной болезни? Желчнокаменная болезнь – это прежде всего застой желчи и наличие лямблей. Чтобы не вызвать приступа печёночной колики, до приема касторки нужно делать массаж живота. Такой массаж снимает спазм со внутренних органов, и тогда можно проводить чистку. Людям с желчнокаменной болезнью обычно назначают прием касторового масла в дозировке 1 столовая ложка. То есть сначала делается массаж живота, а затем употребляется касторка. Однако если вы не умеете делать висцеральный массаж, то вам этот метод не подходит. Единственная альтернатива для таких людей – это самому помассировать хорошо живот и принимать только по 1 чайной ложке касторки. Однако принимать в данном случае нужно не на голодный желудок, а после еды. Это нужно для того, чтобы не нагружать сильно желчный и исключить печёночную колику. Также масло должно быть теплым. И затем, смотря на самочувствие, нужно постепенно увеличивать дозировку до столовой ложки. А в конечном итоге, когда желчный и протоки очистятся, тогда можно приступать к другим дозировкам и перейти к употреблению касторки на голодный желудок. Но в любом случае, люди, имеющие желчнокаменную болезнь, должны делать все обдуманно и осторожно. И еще один важный момент. При желчнокаменной болезни принимать касторку необходимо чаще и по времени дольше. То есть от приема раз в месяц пользы не будет. Рекомендуется это делать не менее 3 раз в неделю, чтобы обеспечить хороший ток желчи и растворение твердых образований. Противопоказания. Касторку нельзя принимать людям, у которых жидкий стул. Кстати, если вы еще не видели первую часть о очистке касторкой, рекомендуем посмотреть ее. Ссылка на экране и в описании под этим видео. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.